Это видео вышло благодаря поддержке наших патронов. Детали в описании. Помните, как в Bioshock Infinite, когда используется гипноз, вы можете слышать шепчущий женский голос? Никогда не задумывались, что он говорит? На самом деле голос цитирует Ромео и Джульетту Шекспира. «Когда же он умрет, возьми его и раздроби на маленькие звезды». Так говорит Джульетта, когда ждет Ромео в саду. Эта фраза – признание в такой любви, которая желает увековечить память о человеке. Шекспира цитирует и «Бог войны» 2018 года. Мимир говорит о себе следующее: «Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу, нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей, и пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук». Это отсылка к произведению «Сон в летнюю ночь», где похожим образом рассказывает о себе персонаж по имени Пак, лесной дух. Из чего следует, что Мимир – это мифический английский дух озорства, проживающий в лесу, о чем мы узнаем из произведения Шекспира. Не стеснялся цитировать известного драматурга и гениальный геймдизайнер Metal Gear Solid 4. Устами Мэй Линг воспроизводятся стихотворные строки из поэмы «Ричард II», переводится художественно. Предсмертные слова гармонии, торжественной подобно, должны к себе внимание приковать. Это как нельзя кстати дополняет историю игры и перекликается с ее сюжетом, в котором отражены мотивы преданности родине, чести и приверженности традициям. Все то, о чем рассказывает читателю Шекспир в «Ричарде II». Подобные отсылки к Шекспиру – явление весьма массовое и широко распространенное. Он первым оформил ряд архетипичных историй о невозможной любви, мести, всепоглощающем желании власти и роковом обмане, в том виде, в котором они интерпретируются и сегодня. Разумеется, есть множество попыток собрать в какой-то единый список типов историй и их составных элементов, начиная от 7 основных сюжетов Кристофера Букера и заканчивая мономифом Джозефа Кэмпбелла. Шекспир в качестве подспорья и основы для кодификации мировых сюжетов вспоминается в последнее время куда реже, но это не делает такой подход качественно хуже. Шекспир создавал комедии и трагедии, интересные широкой публике, а не только знати. Неудивительно, что драматург вошел в века и переосмысляется в современном искусстве. Разработчики видеоигр не остались в стороне, и так же, как и многие до них, черпают свое вдохновение из творчества Уильяма. В этом видео мы не ограничимся исключительно прямыми отсылками, а постараемся оценить степень влияния Шекспира на видеоигры в более глобальном ключе. Разберемся, как Ромео и Джульетта отразилось на Хейло, как Макбет получил новое прочтение «Вампир», как Эцио и Корва по-разному интерпретируют Гамлета, и как The Last of Us 2 сталкивает лбами целых 2 Гамлетов сразу. Вас вновь приветствует канал Time Video Game. Автор текста Ульяна Матюшенко, а озвучивает закадровый Дмитрий Зубарев. Начнем. Гамлет получил настолько широкое распространение в культуре, что его впору назвать архетипом. Стоит сразу сказать, что изначально Гамлета воспринимали далеко не как драму о сложности выбора. Все же Шекспир написал историю о кровавой мести за убитого отца и вероломное предательство, где кульминацией стали сражения на шпагах. Люди того времени шли смотреть на зрелище, а не на душевные муки героя. Кроме того, из произведения известно, что Гамлет красавцем не был. Он страдал от полноты, одышки, будучи в окружении цвета нации, он был скорее неудачником, но потому и крайне озлобленным.
Шекспир дал людям зрелище. Публика была в массе своей непритязательна, поэтому рефлексировал простой люд над произведением не особенно часто. Но приблизительно с эпохи Возрождения, вследствие развития общества в целом, средний зритель театра сильно поумнел. И в «Гамлете» наконец разглядели страдальца, мечущегося между гуманизмом и кровавой местью. Уже этот конфликт по большей части знаком широкой аудитории, и именно он вошел в различные художественные сюжеты. Я что-то не понял. Ну да все равно, вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь. Я не умею играть. Это так же просто, как лгать. Браво! Ты полон симфоний, брат. Иногда создается двойное цитирование Гамлета. В таком случае разработчики ссылаются не на Шекспира напрямую, а на произведения, опирающиеся на автора. Например, такой момент есть в Bioshock Infinite. Об этом пишет в своей статье доктор философских наук Андрей Наэ, на работу которого мы уже ссылались во вступлении. Он указывает на пьесу и фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Произведение строится на абсурдистском переосмыслении Гамлета. Два главных героя бросают монетку, загадывая решку, но им всегда падает орел. Букер тоже выбрасывает на монетке орла. Этот момент указывает, что законы реального мира и в игре, и в пародийной пьесе не работают. И во всем заложен один исход. Все играют свои роли, за которые не могут выбраться. Основной мотив Гамлета – месть – можно найти в Шенму, Silent Hill 3, God of War, Max Payne и многих других произведениях, где месть является двигателем сюжета. Мы остановимся лишь на тех, где, на наш взгляд, мотив гамлетовской мести проявляется наиболее интересным образом. Каждый блок нашего разбора будет сопровожден спойлерами к ряду проектов, но по тайм-кодам вы легко сможете сориентироваться и пропустить рассказ о тех играх, с историей которых желаете ознакомиться лично. Первоначальный мотив Гамлета нашел отражение в Assassin's Creed 2. Завеска истории начинается с ключевого события – убийства отца и братьев Эцио Аудиторе. Это событие побуждает главного героя начать свой путь мести. Помимо основного мотива как в игре, так и в пьесе, осуждается продажность и коварство высшего общества, и именно в этом состоит основное сходство между второй частью Кредо и пьесой. Шекспир показывает это широко. Дядя Гамлета убивает короля, чтобы взойти на трон. Королева-вдова, не желая терять своего положения, поспешно выходит замуж за брата покойного мужа и впоследствии пытается подставить собственного сына. Канцлер теперь служит цареубийце и пытается прикончить Гамлета. Впоследствии заговорщики даже натравливают на Гамлета честного сына канцлера. Как можно увидеть, Шекспир изображает королевский двор клубком змей, и Эцио Аудиторе оказывается в аналогичном пространстве. Assassin's Creed 2 показывает продажное, богатое общество во всей красе. Уберто, являясь близким другом семьи Аудиторе, предает отца и братьев Эцио. Эцио Аудиторе далек от придворных интриг и продажности. В этом отношении он прост и прямолинеен. Герой безо всяких подозрений отдает важные документы Уберто и веряет жизнь своей семьи этому человеку, опираясь на дружбу и бескорыстие. Не беспокойся, Эцио. Все будет хорошо. Здесь есть очень важный момент, и его легко упустить из виду, не зная всех культурных особенностей. Уберто приглашает Эцио в свой дом после того, как герой отдает ему нужные документы. Согласись Эцио войти в жилище, он вряд ли бы его покинул. Скорее всего, Эцио был бы убит заговорщиками на гостевой территории. Аналогичным образом королева-мать приглашает Гамлета к себе, где его поджидает смерть от рук канцлера Полония. Здесь реализуется убийство гостя в доме. Неприкосновенность гостя в доме находит свое отражение во многих культурных традициях, и убийство гостя считается низшим и подлейшим преступлением. Таким образом, действовал античный институт проксении, обеспечивая защиту частного лица на территории другого полиса. Королева в Гамлете и Уберто в игре пренебрегают столь древним обычаем, вследствие чего развращенность и продажность общества, где обитают оба героя, подчеркивается с удвоенной силой. Когда Эцио приходит мстить к Уберто, он застает его в галерее, где Уберто ведет беседы со светскими людьми.
Эта обстановка демонстрирует, что предатель не испытывает мучений совести, а напротив, охотно участвует в публичных мероприятиях, выдавая себя за человека, заботящегося о родном городе Флоренции. Уберто беспокоится в первую очередь о своем крепком материальном положении в обществе, и это была основная причина, почему он водил дружбу с семьей Аудитора. Аналогичным образом близкие люди предают Гамлета. Отношения с его друзьями Розенкранцем и Гильденстерном носили сугубо материальный характер и не описаны как крепкая дружба. Друзья легко предают Гамлета, следуя за обещанной королевской наградой. Есть моменты, показывающие, что король молится за свои грехи, но и его молитвы не вызваны мучениями совести. О, мерзок грех мой. К небу он смердит. На нем старейшее из всех проклятий. Братоубийство. Цареубийца чувствует опасность со стороны Гамлета, хочет попасть в рай, и только молитва способна обеспечить ему быстрый путь на желанные небеса. Это не раскаяние, а страх за свою жизнь, прикрываемый тягой к божественному искуплению. Заговоры и убийства в Assassin's Creed 2 часто происходят на фоне соборов, мест, предназначенных для раскаяния и молитв. Об этом ярко свидетельствует сцена с убийством Франческо Пацци, где около собора разворачивается целая кровавая бойня. Гамлет же решает не убивать своего дядю во время молитвы, обосновывая это тем, что не хочет рая для отца-убийцы. Но в этом проглядывается и нежелание Гамлета нарушать пусть и мимолетный душевный покой. Мир Assassin's Creed, как и мир Гамлета, лишен божественного покровительства и наполнен насилием и обманом. Другой взгляд на Гамлета реализован в обеих частях Dishonored. Здесь представлен моральный выбор, подкрепленный геймплейными элементами повествования. Гамлет не только пьеса на бумаге, но еще и театральное действие. Театр делит Гамлета на две противоположные части – Гамлет мыслящий и Гамлет мстящий. Игрок видит два пути. Оба из них имеют свои особенности. Гуманизм менее динамичен. Путь мести приводит к кровавым пятнам в истории и выставляет действующего героя в качестве жестокого убийцы. Особенно ярко моральный выбор представлен в первой части, поэтому на ней мы сделаем акцент. Несмотря на то, что в первой части мы мстим не за отца, а за возлюбленную и собственную дочь, мотив мести остается явным. Корва Аттана реализует известную всем дилемму Гамлета – быть или не быть. Благороднее ли страдать, снося гонения безжалостной судьбы? Гамлет мыслящий – это путь смирения и гуманный геймплей, поощряемый нарративом. Если мы не убиваем врагов, а избегаем столкновений или временно обездвиживаем их, на дальнейших уровнях мы встречаем меньшее сопротивление. Мир становится к нам более дружелюбен, а внутриигровые персонажи, в частности их лицом является лодочник Самуэль, помогают нам и беспокоятся о судьбе Корва. Так геймплей тесно связан с сюжетом. Подобным образом реализуется современное переосмысление Гамлета, ведущее начало с эпохи Возрождения. Гамлет приобрел черты мыслителя. Он образованный юноша, не склонный к убийствам и заговорам, но его терзает жажда справедливости. Заговоры и моральное разложение общества также показаны в Dishonored, и они существуют, чтобы вносить дисбаланс в моральные ориентиры игрока, выбравшего путь гуманизма. Желая завершить путь без убийств, мы будем регулярно сталкиваться с несправедливостью и извращенностью общества, что демонстрируется во всей красе. Например, на протяжении всего повествования мы встречаемся со старой ветошью. Это безумная старуха, ведьма, она не настроена негативно по отношению к Корва и даже помогает ему при выполнении ее квестов. Однако, в завершении мы можем встать перед выбором, помочь ей сварить Слэкджова или убить ее саму. Или, подслушав разговор Дауда, мы можем узнать о его искреннем раскаянии. Убийца, казалось бы, заслуживает однозначного наказания, но он снова толкает на размышления о справедливости и прощении.
Моральный выбор колеблет еще и сердце. При наведении на ключевых персонажей оно будет рассказывать интересные подробности. Некоторые из них призваны вызвать сострадание. Например, сердце поведует, что цель Корва, леди Бойл, пытается забыться в алкоголе или что она когда-то была беременной. Это позволяет взглянуть на персонажей с другой стороны и посмотреть по-новому на себя. Можем ли мы вершить их судьбы? Все это призвано сбивать моральный компас и вызывать извечный гамлетовский вопрос: убить или не убить? Или следует с оружием восстать, в борьбе покончив с целым морем бед? Гамлет Мстящий – это путь агрессивного сопротивления, он не поощряется нарративом, он более динамичен и однозначен. Игроку не нужно задумываться о том, кто из его врагов на самом деле достоин жить или умирать. Смерти заслуживают все, кто стоит у него на пути. Сопротивление высшему суду наказывается смертью. Кровавый путь Корва – это театральный средневековый Гамлет. Средневековые зрители приходили в театр посмотреть, как постепенно нагнетается напряжение перед кульминационной битвой. И Гамлет, и Корва в таком варианте прохождения не мечутся между выбором убить или не убить, но оттягивают убийство только потому, что выбирают его способ. Если бы король не пребывал в молитве в определенный момент, Гамлет бы убил его без прочих душевных терзаний. Аналогичным образом, действуя за мстящего Корва, мы только выжидаем удобный момент, а не мучаемся моральным выбором. Важное значение в Гамлете имеет яд. В средневековой традиции смерть от яда приравнивается удару в спину. К яду прибегают те, кто изначально является другом. Обряд чоканья бокалами в средние века – это обряд обмена напитками. Капли попадали из бокала в бокал, это показывало, что ни один из участников застолья не отравил бутылку. Отравление – не зрелищный способ умереть, но в литературе он применялся часто, и исход всегда был однозначным. Но Шекспир не дал Гамлету просто умереть от отравленного клинка. Даже будучи раненым, Гамлет зрелищно пронзает ядовитым лезвием цареубийцу. Яд имеет существенное значение и в пути Корва. Будучи отравленным собственными союзниками, он приходит в себя и продолжает свой путь, находя силы завершить начатое. Оба они были преданы теми, кому верили зря, но подлый ход с ядом не помогает противникам одолеть героя. Таким образом, этот сюжетный поворот продолжает традицию, начало которой положил Гамлет. Объединяет Гамлета Мстящего и Гамлета Мыслящего The Last of Us 2. В данном случае мы имеем целых двух Гамлетов, представленных в лице Элли и Эбби. Основа сюжета все так же понятна. Элли мстит за смерть отца. Переломный момент в личности героини – это убийство Джоэла. Оно изображено натуралистичным и жестоким, что подогревает эмоции игрока. Эбби, убивая Джоэла, нарушает принцип, лежащий в основе философии всей их группы. Пусть жизнь будет долгой, пусть смерть будет быстрой. Но стоит держать в памяти, что Эбби на момент убийства Джоэла уже вершит свою собственную месть за отца, убитого героем в прошлом. Таким образом, гамлетовский сюжет мести Эбби заканчивается на этом моменте, уступая место Гамлету Мыслящему. Но Гамлет Мстящий для Элли только начинается. Создается порочный круг мести, где кончается одна смерть, но неизменно начинается другая. Нам показывают всю тоску Элли. После смерти Джоэла она полна отчаяния, приходит на могилу героя, посещает его дом. Каждое ее действие пронизано скорбью, что призвано вызывать эмоциональную отдачу. Гамлет тоже скорбел по отцу, и этот момент часто упускается из виду читателя, хотя и является логичным. Герой пьесы не питал бы столько ненависти и не терзался душевными мучениями, не будь отец ему дорог. За смерть Джоэла мы испытываем неосознанное чувство вины. Элли развлекается с Диной в то же время, как Джоэл находится в поместье врага. И все эти действия мы проделываем своими руками на протяжении повествования.
Гнев игрока подкрепляется самым простым элементом – несправедливостью. Джоэл помогает Эбби убежать от мертвецов, она явно бы не пережила эту стычку с Ордой, но в ответ не получает благодарности. Можно сказать, своим поступком Джоэл искупает предыдущую вину перед Эбби за гибель ее отца, но Эбби на тот момент времени олицетворяла месть. Соответственно, она не видит искупления Джоэла, а все еще зацикливается на его вине. Убийство после того, как Джоэл помогал Эбби, кажется несправедливым. Таким образом, игрок буквально оказывается в шкуре Гамлета Элли, будучи растерянным и желающим отомстить. В ряде случаев даже не Эбби, а напрямую разработчикам. И это, разумеется, можно понять. В пороговых ситуациях к Элли приходит видение с отцом. Это соотносится с призраком отца Гамлета. Призрак Гамлета приносит ему новость о том, что царь-убийцей является дядя, ныне восседающий на троне. Видение отца Элли лишь вводит ее в еще большее отчаяние, и ненависть сильнее застилает взгляд героини. Таким образом, первоначальные явления призраков для героев поддерживают желание справедливости и толкают на месть. Убийство порицается как геймплейными моментами, так и нарративными. Натуралистичность убийства, бульканье, растекающаяся кровь, вербальная и невербальная демонстрация боли призвана вызвать чувство угрызения совести, отвращения и страха. Не зря зачастую оружие Элли в данной части не лук, как раньше, а нож. Нож, вонзенный в горло, позволяет сблизиться с жертвой и увидеть ее страдания в красках. Игра заставляет задаваться вопросом, заслужили ли смерти те, кто не убивал, но присутствовал при убийстве. И она же формой подачи дает однозначный ответ – нет, хотя на Элли этот вывод не сказывается никоим образом. Переломным моментом в пути мести Элли было убийство беременной Мел. Здесь разработчики опирались на параллели, возникающие у нас и у Элли. Беременность Мел из вражеского отряда и беременность Дины. Невинность нерожденного ребенка уравнивает человеческие жизни в глазах Элли, и ее реакция на беременность уже убитой Мел это подтверждает. Элли глубоко переживает то, что убила ребенка в утробе Мел, и это первый шаг на пути к осознанию содеянного. Элли не мучается моральным выбором, как Гамлет, и игра ярко показывает, к чему приводит отсутствие вопроса «быть или не быть», то есть отсутствие моральных терзаний героя на протяжении всего повествования. В «Гамлете» Шекспира отчасти раскрывается тема материнства. Жена покойного короля выходит замуж за его брата и неосознанно встает на его сторону в действиях против Гамлета. Она же вызывает его на диалог тет-а-тет, и в этот момент канцлер собирается прикончить Гамлета. Сознательно или нет, мать участвует в прямом предательстве своего сына. Когда Гамлет обнаруживает, что за шторой скрывается его убийца, он обвиняет мать в грехах, и она пугается, что Гамлет может ее убить. Тут же Гамлету является призрак отца, и он велит ему не трогать королеву, а успокоить ее. Ты ей поможешь, ведь она слаба, и ужасом душа ее полна. Заговори с ней, Гамлет. Таким образом, призрак отца говорит о неприкосновенности. Кем бы ни была королева, чью бы сторону она ни занимала, она остается матерью. Тема материнства проходит красной нитью по всей игре. Эбби помогает отцу освободить зебру, недавно родившую жеребенка, из металлической проволоки, что диктует основную мысль – жизнь превыше всего. Когда Эбби помогает двум детям из группировки Шрамов, она аргументирует это именно так. Они дети. То есть детство – это нечто новое, невинное, что должно находиться за рамками конфликтов. Именно беременность спасает Дину от неминуемой смерти от рук Эбби, когда та в порыве ярости готова перерезать ей горло. Мысль об этом открыто транслируется. Элли тоже была ребенком, и в детстве она убивала живых людей. Дина была вынуждена защищать мать. Она указывает, что впервые прикончила человека в 10 лет. Повествование заставляет задумываться, что дети все раньше и раньше втягиваются в вооруженные конфликты, буквально уже на уровне внутриутробного развития, руками матерей.
Одна из ключевых битв происходит в театре, что прямо отсылает к Гамлету. Только вот месть происходит сразу с обеих сторон. И Эбби, и Элли есть за что сражаться. Их сюжетные линии зеркальны. Это два Гамлета, бьющиеся друг с другом, и победителя в такой схватке быть не может. Финальная битва подтверждает этот тезис. Элли почти убила Эбби, как вдруг она снова видит образ Джоэла. На этот раз он светлый, отличается от того, что Элли видела раньше. Между героиней и отцом происходит примирение. Элли больше не чувствует призыва к мести. Это видение перекликается с видением Гамлета, когда призрак отца просит его усмириться и успокоить волнующуюся мать. Успокоение, умиротворение и принятие настигают Элли в пороговый момент. Она отпускает Эбби, и так заканчивается ее путь Гамлета. Месть не свершилась. Эбби закончила свою месть еще в начале игры, а Элли решила поставить точку на собственном пути отмщения. У битвы двух Гамлетов было только два пути – обоюдное прощение или обоюдная смерть. «Макбет» не столь широко известная пьеса, в отличие от «Гамлета» или «Ромео и Джульетты». Ее особенность не совсем понятна отстраненному от истории и литературы читателю, ведь сюжет для сегодняшних реалий достаточно прост. Человек стремится к власти, сметая все на своем пути и постепенно сходит с ума. Но в этом Шекспир был новатором, ведь в эпоху классицизма пьесы подразумевали черное и белое деление на героев и злодеев. В данном случае злом оказывался сам главный герой. Это существенно повлияло на переосмысление литературного направления. В видеоиграх зло, всецело стремящееся к власти, не новый прием. Очень удобно создавать злодеев, основным мотивом которых является жажда могущества. Несколько сложнее создать злого героя, чьими руками мы будем действовать, ведь мотив персонажа в этом случае приобретает большее значение. Макбет, главный герой, призванный спровоцировать негативные чувства у зрителя. Игра, дающая действовать за такого Макбета, должна нести аналогичную задачу – дать нам почувствовать себя злым, властным или даже всемогущим, позволить себе совершать вероломные поступки. Дать власть главному герою можно через его навыки, то есть геймплейные элементы. Например, вампир, у главного героя есть особенность. Он может пить кровь и гипнотизировать жертв, получая тем самым опыт. Опыт, в свою очередь, позволяет игроку стать сильнее, чтобы в дальнейшем он был более успешным охотником. В конечном итоге власть героя приводит его к безумию. Но вампир берет гораздо больше от Макбета, чем может показаться на первый взгляд. Отчего Макбет, будучи благородным воином, вообще решил стать королем Шотландии? Шекспир использует фольклорный прием злого рока. 3 старухи-ведьмы пророчат Макбету 3 титула. Последний из них – король. Злой рок может быть реализован по-разному, но его цель – быстро, без длинной завязки повести героя по заданному пути, продемонстрировав неумолимость судьбы. Появление злого рока не требует мотивации. Он является по воле случая, но неизменно запускает цепь событий. Прервать ее уже нельзя. Макбет получает от ведьм злую идею. Он буквально заражен ей и уже не может излечиться. Злой рок аналогичным образом действует вампир. Джонатана Рида еще в прологе кусает кровопийца, и геймплей с самого начала ведется уже за зараженного героя. Ни игрок, ни доктор Рид изначально не знают, кем был этот вампир и почему он заразил именно главного героя. Еще одна важная тема, присущая как здесь, так и в пьесе, это тема войны. Макбет оказывается заражен идеей власти после того, как он разбил войска Норвегии и Ирландии. Он возвращается домой прославленным полководцем, и именно на этом пути его настигает рок. Повествование о докторе Риде также ведется после окончания войны, и герой возвращается в Лондон Западного фронта. Война в этом случае действует в 2 нарративных аспектах. Во-первых, она подчеркивает статус героев и тот факт, что они пользуются уважением общества за заслуги перед своей родиной.
Во-вторых, война является тем переломным моментом, при котором сметается предыдущая жизнь, прокладывается дорога принципиально новым путям существования, даже новым формам бытия. Поэтому и Макбет, и Джонатан Рид получают, так сказать, новую жизнь в новом статусе. Заражение Макбета распространяется и на его жену. Услышав от мужа о пророчестве ведьм, леди Макбет сама толкает мужа на цареубийство. То есть даже при том факте, что Макбет слышал о пророчестве и задумывался о нем, большим энтузиазмом в этом деле отличилась его жена, хотя злой рок оказывал на нее лишь опосредованное влияние. То же самое случилось в судьбе доктора Рида. Он сталкивается со своей зараженной сестрой Мэри, но, в отличие от него, она окончательно потеряла рассудок и настроена враждебно. И Мэри, и леди Макбет проходят через смерть, чтобы герой дошел до состояния экзистенции, перешагнул собственный порог человечности. Кроме Мэри, в одной из концовок погибает Элизабет Эшбери, возлюбленная главного героя, тоже зараженная вампиризмом. Она осознанно бросается в огонь, поскольку больше не может выносить страдания от проклятия вампиризма и не видит другого выхода. Леди Макбет после того, как подговаривает мужа на цареубийство, тоже добровольно уходит из жизни. Кровь на руках кажется ей неимоверной тяжестью. Оба героя оказываются вовлечены в круговорот смертей, но они сами же его и запускают. Люди вокруг них погибают по их желанию, а свою участь они воспринимают как собственную, неизбежную природу. Рид убивает, поскольку теперь это соответствует его форме жизни, и убийство – логичная часть его нового бытия. Макбет убивает короля по той причине, что ему суждено стать королем, и, следовательно, убийство – тоже часть жизненного пути Макбета. В прологе мы можем услышать размышления о сущности жизни. Что есть жизнь, как не ожидание смерти? Аналогичным образом ключевой монолог Макбета несет в себе ту же мысль. Жизнь только тень. Комедиант, поясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый. Обе цитаты говорят о мимолетности жизни, и темный дар, полученный героями, позволяет им взять от этой жизни все, максимально воспользовавшись ее благами. «Ромео и Джульетта» – пьеса, известная своей темой трагической любви. В ней Шекспир прямым текстом указывает на пороки своего общества. Из-за разделения на кланы невозможна любовь, идущая рука об руку со злым роком, как и в случае с пьесой «Макбет». Злой рок заставляет Ромео и Джульетту полюбить друг друга. И с самого начала их любовь была обречена на провал. Стоит оговориться, что полностью вся трагедия Ромео и Джульетты может быть реализована только в играх, где основная сюжетная линия упирается в романтику. Но частично она встречается в разных художественных произведениях, где сталкиваются противоположности, их неизменно тянет друг к другу, но это притяжение приводит к роковым последствиям. Final Fantasy VII Crisis Core традиционно действует злой рок. Зак буквально падает в церковь, где находится Айрис. Между ними завязываются теплые отношения, они подкрепляются редкими встречами на протяжении сюжета. Таким же образом возникает и любовь героев пьесы. Они случайно сталкиваются взглядами на балу и впоследствии тайно видятся от случая к случаю. Невозможность и обреченность любви проглядывается в обоих произведениях. Герой и героиня находятся в полярных точках в разном мироустройстве. Кланы Ромео и Джульетты враждуют между собой. Зак является представителем солдат, а Айрис – мирная жительница. Гендерные роли Зака и Айрис делают пропасть между ними еще больше. Зак представляется традиционным архетипичным воином, его атрибут меч и основная сюжетная линия связана со сражениями. Таким образом, Зак призван отнимать жизнь и защищать свою сторону истины. Айрис реализует архетип девы, что подчеркивается визуалом. Айрис носит светлое платье, находится в яркой локации с множеством цветов, она далека от войны. Цветок и розовая лента в волосах – атрибуты Айрис, что подчеркивает ее феминность.
Айрис создает жизнь, она ухаживает за цветами в церкви, поэтому появление Зака на ее территории – это знак неизменного единства и борьбы противоположностей. Можно сказать более радикально. Зак и Ромео, Айрис и Джульетта – это обитатели двух разных вселенных. Они пересекаются и расходятся из истории в историю. Смерть шагает рядом с любовью противоположностей. С этой точки зрения гибель Зака и последующая смерть Айрис в оригинальной игре – это закономерность, поскольку в любовных историях один герой не существует без другого. Совершенно по-другому тема невозможной любви реализована в Halo 4. Поскольку команда разработчиков Bungie ушла под крыло Activision, была сформирована новая студия 343 Industries. Она поставила акцент на локальной теме взаимоотношений главного героя и его искусственного интеллекта. Любовь, как таковая, не показана нам напрямую, но привязанность искусственного интеллекта Кортаны к мастеру Чифу демонстрируется открыто. В этом случае речь идет не о злом роке, а невозможности любви как таковой. Джон Солдат, Кортана, искусственный интеллект, вшитый в его костюм. Хуманизированная внешность Кортаны подчеркивает ее потенциальную привлекательность для главного героя и игрока, но повествование намеренно не дает этому развиваться на фоне главных сюжетных событий. Стоит сказать, что Шекспир высмеивал порядок деления на семьи, и Монтеки и Капулетти не имеют принципиальных отличий друг от друга. В обеих странах крикливые слуги, верные союзники и зазнавшиеся господа. Обе семьи имеют одни цели, но несмотря на все комичное единство, враждуют друг с другом. Кортана и Джон, конечно же, не имеют подобного сходства, однако их единение реализовано через костюм и длится на протяжении 4 частей серии. Сама Кортана говорит о единстве Джоном: мы должны были заботиться друг о друге. Самоотдача – важный мотив в Ромео и Джульетте. Оба героя готовы отдать друг за друга жизнь, и они без сомнения делают это. Увидев спящую Джульетту, Ромео, посчитав ее мертвой, выпивает яд. Джульетта, осознав смерть Ромео, впоследствии закалывает себя кинжалом. В игре Кортана жертвует собой, чтобы спасти главного героя. Эта жертва становится особенно ценной, если помнить о безумии, овладевающем искусственным интеллектом. Поэтому Кортана погибает не как искусственный интеллект, а как осознанная личность, перешагнувшая через собственную природу ради близости человека. Куда удачнее в этом смысле все складывается у одного из персонажей трилогии Mass Effect. Речь о Джокере, разумеется. Его весьма забавная любовная линия с искусственным интеллектом Сузи превращает эту пару в практически современное переосмысление Ромео и Джульетты в жанре космической оперы. Сверхпрочный синтетик и сверххрупкий органик, сплетенные чувством любви, в зависимости от решений игрока, смогут обрести друг друга, несмотря на то, что происходят из разных, с позволения сказать, семей. Рок, любовь и месть. 3 известные темы, и Шекспир позволил взглянуть на них с новой точки зрения. Теперь они находят отражение в играх, что позволяет создавать запоминающиеся и трогательные истории. Разрушив в свое время законы литературы, Шекспир смог написать жизнь такой, какая она есть. И в доказательство мы можем видеть бесконечное свежее звучание его произведений. Надеемся, что под этим роликом мы увидим и бесконечную обратную связь от вас, если точнее, лайк, комментарий, подписку и колокол. Благодарим за просмотр, а наших спонсоров за финансовую поддержку канала. Отдельное спасибо адресуем следующим людям: Евгений Самчук, Эдуард Волосюк, Вова Стельмощук, Андрей Хлыстун, Ахиллес, GSXR, Никита Бронников, Драйвер Нефи, Ирина Тендер, Бедный Ежик, Сергей Лайформ, Хорин Арнов, Яр Бирзу, Предводителев Артем, Санвейв, Xftер 16, Илья Мешков, Бла-Бла, Джерон, Валерий Михалапов, Роберто Панчвидзе, Андрей Казаков, О12О12О, Ангелина Хейли, Мистер С, Шаман, Ценей, Чекунаев Влад,
Павел Тумаев, Дмитрий, Игорь Керничный, Денис Щукин, Ибрагим Баташев, Иван Ткачев, Лисидмал, Валентайн, Буза Ник, Гибкий Рафик, Адам Забродский, Лекс Дарлок, Денис Романов, Корвин, Семен Шварц, Аликато, Нордрон 92, Косков Андрей, Бузницкий Влад, Савастьянов Иван, Константин Ильяш, Тимур Галимов, Армии Вульф, Дартаан, Хемик, Михаил Шумилов, Пол Грейсон, Ренот, Ви-3945, Виктор Трофим, Александр Подчасов, Алексей Рыбкин, Андрей Орлов, Ваня Ковалев, Василий Тунев, Вениамин Ткачев, Владимир Черепанов, Владислав Красильников, Григорий Ревенко, Евгений Земцов, Иван Глиндухин, Константин Александров, Максим Кузьмин, Михаил Солдатов, Саша Ильин, Спирит Хероу, Юрий Лапшин. К слову, если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе. И, как обычно, не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч!